Всем привет! В комментариях часто вы задаете вопросы, что я делаю с алюминиевой стружкой. Скажу честно, я ее сдаю в мусор. Считаю нецелесообразным плавить. Но вы все-таки спрашиваете, интересуетесь, что с ней можно правда сделать, что с нее выйдет плавить. И стружки как таковой, вот именно такого вот размера, ее мало, она в основном сыпучая. И я решил сделать ей замену. Но заодно и проверим, что выйдет с алюминия с пивных банок. Убираем стружку. Есть банки. Вернее, банок у меня нет. Я их тоже буду заменять. Сегодня такие каламбуры. Банка просто алюминиевая. Она замерил 0,8 мм. Вот разрезал специально и край замерил. 0,8 мм. И есть у меня кое-что, тоже толщиной 0,8 мм. Алюминиевая. Есть у меня вот такие вот 4 радиатора от старых кондиционеров. 3 перед вами, 1 разобран. Рядом лежит в мусорном мешке. Ну, вот это вот как раз таки, это пластины, которые между трубками находятся. Толщина 0,8 мм. То есть то же самое, что пивная банка. Вот сегодня и посмотрю. Сейчас разберу радиаторы. Полностью трубки повынимаю, чтобы остался один алюминий. Все это в пакет. При вас взвешу. Проплавлю, расплавлю, вылью. Постараюсь со шлаком выкинуть как можно меньше. И опять взвесим заготовку. Посмотрим, какой выхлоп получается вот с такого вот алюминия. Ну, можно сказать, с пивных банок. А со стружек, я думаю, в 2 раза меньше будет еще. Потому что там оксида полно. Разбирается он проще простого. Надрезается болгаркой по трубкам. Режется легко, свободно. И потом просто отгибается алюминий. И трубка достается. То есть вот так вот. И все. Одна трубка достата. А потом уже за эту просто отворачиваю. Свободно достается следующая трубка. Все, я сейчас все 4 разберу. Покажу вам эту гору алюминия, которая получится. Взвесим и будем плавить. Вот что получилось с 4 радиаторов. Сейчас взвешу, узнаю точно вес. А вот получился побочный продукт. Вот такая кучка меди. Трубки, правда, они тонкостенные. Ну, если разворачивать, можно пластинки какие-нибудь делать. Если они пригодятся, не знаю. А нет, переплавлю. Короче, куча меди. Все, взвешиваем. Вместе с пакетом оказалось 1545 грамм. Вот. И отливка, когда получится, также в этот пакет покладу, чтобы не делать скидку на пакет. И узнаем выхлоп. Если будет алюминия много жидкого, я тогда продегазирую дегазалом. Потому что в прошлый раз дегазал показал, что после его реакции шлак получается сыпучий. И мне это бы сегодня желательно так и сделать. Сыпучий шлак убрать, чтобы как можно меньше чистого алюминия выбрасывать в шлак. Ну, попытаюсь. Хотя навряд ли тут будет столько шлака, что там навряд ли дегазировать что-то получится. Посмотрим. Все, начинаем, разжигаем печь. Как оказалось, он вообще даже неплохо трамбуется. Я, можно сказать, полмешка. Ну, не полмешка, вру, конечно. Ну, затрамбовал сейчас в тигель. Ну, это, конечно, первая закладка. Дальше уже так не получится. Ну, пока будет это плавиться, попробую в чем-нибудь другом. Хотя бы брикетов натрамбовать. А то, я думал, полдня придется плавить. Ждем первого расплава. Не успел еще даже брикетов наделать. Вот сколько успел. Алюминий уже расплавился. Так что мне сейчас придется туда-сюда бегать только с ним.
Растаял алюминий. Хоть алюминий и растаял, но по ощущениям, когда мешаю, там один шлак. Ну не знаю, сейчас буду снимать. Тут никакого дегазатора даже и не надо. Сейчас буду шлак снимать и смотреть, сколько там его алюминия осталось. Сейчас покажу, какой шлак. Его много сильно шлака, поэтому уже без вас дальше. Так, ну все, более-менее снял, потому что уже на ложку начал браться чистый алюминий, жидкий. И я перестал, думал, пусть лучше шлаку будет больше, чем вес изменится из-за того, что я выкинул алюминий. Все, форма сейчас прогретая, устанавливаю и буду лить. Все. Так, пока остывает, кое-что вам сейчас покажу интересное. Начал выбивать тигель, и вот что приключилось. Смотрите. Прям вырвало кусок. Он не прогорел, он не потек, он просто вывалился кусок изъеденный. Остынет потом еще. Поверчу в руках, посмотрим. Может, пополам сломаю его. Что с ним приключилось. Ну, алюминий его разъел хорошо. За несколько плавок нержавейка в труху. Ну, вот такая получилась отливочка. Последний ляпух даже не утонул. Прилип, но не утонул. Так, ну а теперь немножко по тиглю. Смотрите, как оно все выглядит. Так, солнце навести. Вам вот. Видите, внутри вот тут, вот где отверстие. Сколько съело, тоже чуть-чуть оставалось всего. Место, чтобы пробило. То есть, правильно, даже нержавейку алюминий ест изнутри. Это не огнем сожгло, потому что перепадов нету. А внутри вот видно, как алюминий въелся. Вон он, провал хорошо видно. И поэтому это все... Не знаю, что делать. Тигель с чего делать. Я думаю, графит тоже несколько плавок. Все равно он рассыпется. Говорю про токарку и чуть не забыл. Надо же взвесить ее, что тут получилось. И чтобы быть честным, я вот сюда приплюсую то, что я выбил с тигля. То есть после заливки все, что в тигле осталось, я начал выбивать. И у меня вывалилось. А вот она, вот такая вот тонкая была стенка. Вот эта стенка тигля. То, что оставалось. Смотрите, тут уже одна калина. Он ее просто съел. Хотя перед каждой плавкой тигли я всегда простукиваю. Ну, во-первых, выбиваю остатки отсюда все шлака. И всегда простукиваю, дно простукиваю, чтобы шов сварочный посмотреть. И то же самое делал сегодня. Но в итоге видите, как получилось. И второй раз тигель у меня прогорает именно тогда, когда я плавлю какую-то хрень. Раз у меня прогорел, помните, поршня я плавил. Я их полдня плавил поршня, с тиглем было нормально все. Как только я последнюю закладку сделал, шлак закинул, у меня тигель прогорел. И вот в этот раз тоже, получается, алюминия мало. Нагрел я его, перегрел. И, видать, большая температура способствует тому, чтобы алюминий быстрее проедал тигли. Так, ну все, сейчас токарию, покажу, что будет. Блин, взвешиваю сначала. Завожу весы. Все, по нулям. Поехали взвешиваться. Ну, почти 900 грамм. То есть, получается, 600 грамм ушло. Но это я со шлаком всем, который внизу был. Ну, все равно 600 грамм. Нормально. Я думал, даже и половины не будет от веса. Значит, по идее, пивные банки смысл есть плавить. Если выбросить из расчета газ, выбросить тигель, время столько.
Ну, все равно смысл есть. Хотя на стружку я все равно никогда, наверное, не решусь стружку плавить. Там будет намного хуже все. Что-то сегодня день, одни фокусы. Отбил вот этот вот ляпух. Смотрите, что он как будто запечатанный алюминий в алюминии. То есть вот тут это была херовина. Как-то так. И получается он как будто в оболочке алюминий. Даже цвета другого. Что, поехали. Полностью не буду всю обдирку показывать. Так, моменты, что покрасивее. Переворот. Все, снимаю, рассматриваем. Вот такой получился сегодня сюрприз. Шлаку, прям, ну, вся заготовка забитая шлаком, можно сказать. Это его надо очень долго мешать, снимать шлак, опять мешать, опять снимать шлак. Мелкие частицы, растворенные в алюминии, они, значит, долго очень всплывают. Хотя я ожидал, что он будет что-то типа, вот, ну, с банок пивных-то другой совсем алюминий. А я ожидал, что этот будет такой. А значит, на радиаторе идет какая-то хрень. Короче, ничего хорошего. И я еще раз уверился, что вот этой вот такой хренью заниматься, плавить мелочевку всякую, и даже и не стоит. Ну, это мое мнение. Лучше кидать что-то помощнее и потолще. Все, всем удачи, всем здоровья. Давайте, пока.